Это говно работает вообще или нет? Вроде бы включилось. Ну дай бог. Что ты говоришь? Ты же позвал, сказал, работа есть. А, точно, я же тебя позвал, работай. Короче, тема такая. Очень интересно. И необычная для зоны, это стопудово. И есть опыт. Показания-то можно? Какая прикольная камера. Ага. Ну, короче, слушай. Нужно заснять что-то типа фильма, видеоролика, я не знаю. Для того, чтобы люди увидели, какое дерьмище у нас здесь происходит. Но для нас это норма. Понимаешь, что? Смотри. Будет оплачено хорошо. И для тебя уже есть какая-то шняга под тип камеры. О, да она тут в комплекте. Короче, это говно, чтобы доставить сюда, ушло очень много бабосов. Поэтому пользуйся. Вот тебе коробочка. Вот тебе камера. Заказ нужно выполнить. Люди серьезные. Ну, собственно, нахрен тебе это. В общем, вот пока тут в баре чуть потише. День. Народу мало, кто-то еще спит, кто-то разошелся уже. Решил вот чуть-чуть записать. Так, с чего же начать? Не знаю, что потом попадет в фильм. Все буду снимать подряд, что получается. Зайдем к французу там на компьютере. Вырежем лишнее. Так, чтобы вы понимали, зона это не то, что... Не знаю, как даже сказать. Я не воевал, я даже в армии, собственно, не служил. Но я был в зоне боевых действий. Когда давно так немного получилось, работал военным корреспондентом, так что как бы в горячей точке побывал. Сам, не было боевого опыта до этого. Видел смерть, то есть видел ужасы войны. В общем, это совершенно чудовищное место. Мало того, что здесь как бы и боевые действия, можно сказать, проходят, потому что постоянно какие-то столкновения, группировки друг с другом там сражаются за ресурсы, за территории, за прочее. Военные кошмарят сталкеров. Тоже там на блокпостах, на выходах. Периодически разные мародеры попадают на базы, бывает на бар. Как вот пару дней назад сел подзаработать дополнительно, поохранять вход. Какие-то совсем обкуренные то ли бандиты, то ли ренегаты попытались прорваться. Было человек больше 10, 5 смогли прорваться, остальные испугались, отошли. Бандиты, бандосы! Иди в коридор! Я открою! Где там, где? Не звони, сказать! Право, бандит, право! В меня не попадите! Стой пока! Пустой, прикрывайте! Открываю! Сука! Прикрывайте! Четко. Прикрой, иду! Отходим, отходим!
Несколько парней совсем молодые были, недавно пришли и по незнанию пытались укрыться за стенкой из мешковины. По итогу одного из них пришлось с нее и ранить. Ну, повезло, что их просто не видели, а их сразу всех сняли. Затягивай его. Меня нет. Чего, не стреляйте. Все кончились. Идем аккуратно. Стой, тихо, тихо. Это все готов. Так, иди, прикрывай, прикрывай. Так, так, там свой, где все? Забит? Тихо. Нашего только одного, что ли, ранили? Да. А, двух, блин. Этот, англичанин. В чем? Этот, кажется, все. Помимо этого, у нас здесь еще и свои есть прелести. Все, что здесь происходит, оно как бы необъяснимо. И нормальные люди в это не могут верить. У нас происходит нарушение законов физики. Мы это называем аномалиями. Когда в каком-то области, не знаю, может быть изменение гравитации, она может быть обратной. Может быть такие небольшие черные дыры, которые засасывают в себя все и разрывают. Аномалии бывают огненные, когда из земли вырываются столбы пламени, электрические. Говорят даже, что бывают временные и пространственные. Это для любого человека кажется неестественным, то, что такого не может быть, но для нас это привычно все. Здесь по территории бродит множество мутантов, ну, много гуманоидных, допустим, много, которые просто мутировали, и они тоже совершенно неестественные, которых не может существовать таких принципов. Есть мутанты, которые могут становиться невидимыми, есть мутанты, которые владеют телекинезом, телепатией. Приходится с ними воевать. В 2006 году случилась какая-то вспышка большая. Это был первый выброс. Выброс, когда вот из центра зоны расходится волна энергии, которая меняет все. Появляются аномалии. Аномалии дают артефакты. Артефакты — это то, благодаря чему у нас здесь существует жизнь. Какие-то образования, разные формы, они странно выглядят. Некоторые светятся, некоторые имеют тоже обратную гравитацию. Какие-то радиоактивные, какие-то нет. И они имеют самые разные свойства, тоже нереальные. Какие-то лечат, могут давать выносливость, защищать. Какие-то радиоактивные, какие-то могут защищать от радиации. Потом, я думаю, может быть, получится показать что-то в кадре. Я как бы сейчас мало хожу, собственно, на поиск артефактов. Француз, можно? Ох, помнишь жарку возле лесника? Да. Гляди, что принес. Возьмешь? Он не радиоактивный. Он, наоборот, поглощает радиацию. Вот знаешь, иди ты в задницу вот с этими утверждениями, я уже был. Это же шарик огненный. Щиты что, просрал, что ли, где-то? Горячий. Я у тебя возьму его за 5 косарей. Нормально. Слушай, можно патронов сразу у тебя еще взять? Да? Можно. Давай 72-х 3 упаковки. Да хер тебе одна. Чем кончаются, да? Жопа. Ладно, пойдет. Отлично. Пришел я в зону 3 года назад, в 2008 году. Огромная беда в жизни случилась, в общем. Потерял семью, тогда совсем поехала крыша. На тот момент я уже завязал как бы с военной корреспонденцией. Я, собственно, из-за семьи завязал, потому что это опасно. И тогда я
предложили снова вот в зону чернобыльскую с группой смотаться, поснимать. Отделился от группы, группа погибла, ну как бы тут остался с тех пор. Первое время нормально занимался поиском артефактов, вроде бы все получалось. Понемногу копил деньги, разжился снарягой хорошей, детекторами, дозиметрами, крутой комбез был там, система замкнутого дыхания и все прочее. И все нормально процветало, деньги копил. А потом такая интересная ситуация была с напарником. Я с крутым комбезом зашел внутрь аномалии, внутрь аномального поля. Ну, то есть там было, мы это называем трамплин. Это место с обратной гравитацией, причем с агрессивной обратной гравитацией. Если ты в него попадаешь, оно с огромной силой наносит тебе удар и как бы выбрасывает тебя из своего очага. Она самая, так сказать, безобидная, то есть при попадании в нее еще можно выжить. Но мало приятного, ну, чаще всего все-таки гибнут. Плюс там часто бывает в зонах аномалий повышенный фон. У меня все, естественно, есть, у меня и дозиметры хорошие были, детекторы и аномальные, и детекторы радиации. То есть у нас есть специальные приборы, чаще всего они сделаны на базе детекторов, на базе дозиметров. С помощью них мы определяем вот эти аномальные поля. Есть еще отдельно детекторы артефактов, с помощью которых мы определяем, где у нас находится, собственно, артефакт. Я в крутом своем комбезе, со своим опытом, захожу внутрь аномалии, иду к артефакту, снаружи напарник, я ему ствол оставил, чтобы он мне не мешался. На него убегает кабан здоровенный. Вот Бродик говорил, животные, которые, естественно, мутировали. Есть у нас здесь мутировавшие кабаны. Они похожи на обычных кабанов, но просто они намного больше, намного более живучие, облысевшие, с огромными клыками, хищные. Несется на него эта туша. Он начинает в него стрелять. Кабан просто игнорирует, сбивает его с ног, он падает. Напарник после этого не выжил. Мутант влетает в поле аномалии, его бьет трамплином одним, бьет трамплином другим, и я стою, просто у меня аномалия слева, я не могу пошевелиться. Шаг влево, шаг вправо, и я попал бы сам в трамплин. Поэтому я стою на месте, просто я не могу ничего сделать, оружия нету. Эта туша несет сквозь аномалии, получает сильный урон, но аномалия не может его выбросить из поля. Кабан сбивает меня с ног и тут же умирает. Он столкнул меня в трамплин, больше ничего не помню. Очнулся я после этого в баре, как мне рассказали, что меня пошвыряло в другой трамплин, потом выбросить его поломанного, тащили до бара. Валялся какое-то время, никому не нужно, пришлось все свои запасы, все свои копилки открыть, чтобы оплатить проживание в баре, чтобы меня кормили. Ноги были сломаны, руки, там еще прочие травмы. Здесь вот у меня получается, вон, в руке стоят пластины. Не знаю, видно на камеру, не видно. Специально с учеными с инвентаря связывались, чтобы они там по своим каналам могли заказать специальные пластины титановые на болтах. Ждали, пока их привезут, притащили медика с янтаря до бара, там оборудовали операционную, собственно, собирали меня, ну, ноги показывать не буду, но там примерно то же самое. До сих пор хромаю, ноги еще не отошли. Все свое накопленное пришлось кинуть. Ну, и, естественно, крутейший мой костюм, вся снаряга, которая со мной была, все эти дозиметры, они все погибли в поле аномальном сразу. Так вот я валялся, собственно, в баре, как бы, место себе оплатил там, чтобы меня держали. Еду, ну, как бы, был мало кому интересен. Это было в Чернобыле. Работала там девочка одна при кухне. Вот, она стала за мной, короче, ухаживать, пока я лежал, ничего не мог. Она даже утащила, короче, у торговца артефакт, который помогает, ну, это тоже такое небольшое образование аномальное, который помогает заживлять раны, любые вообще, восстанавливать здоровье хорошо. Притащила ко мне, у нее потом проблемы были. И, ну, я, собственно, благодаря этому поднялся. Я вообще ходить недавно начал. Хотя после того, что случилось, когда-то там на большой земле у меня, из-за чего у меня крыша ехала, я себе обещал, что больше не буду ни с кем связываться, что всегда один. Привет. Привет. Ты кушал? Да, я Хочешь что-нибудь? Да нет, я не знаю, кофе, наверное, попил бы, кстати. Да, там кофе есть еще у бармена? Я могу Ну, посмотреть. бармен отошел, да, сейчас? Да. Я могу посмотреть. Хочешь? Я думала, что уже не вернешься. Да, куда я? Долго не было. Куда я денусь? Куда я денусь? Я очень скучала. Очень-очень. Делаешь кофе? Да, конечно. Ну, сгущенка же есть еще? Да, есть. Хорошо, спасибо. Ну, после этого вот появилась какая-то мотивация к жизни хоть. Пока сейчас деньги все раздал, это вот реплика на комбинезон «Заря». Не настоящая, вообще с какого-то трупа снятая, дешевая. Но сейчас вот я сюда добрался до окрестностей лесопилки, как бы тут подрабатываю проводником, пока с артефактами редко хожу, бывает иногда. У нас тут постоянно зона радиации, особенно мы далеко на севере зоны, здесь радиация повыше, поэтому обязательно все ходим в очках, без этого никак. Потому что слизистая глаза очень восприимчива к пыли радиоактивной, бета-радиация, она проникает сквозь слизистую глаза, поэтому обязательно носим очки всегда.
Аномалии мы определяем вот такими вот штуками обычно. Ну, это болт, либо гайка, либо что угодно. Если тебя, как бы, видишь место, где, ну, глаз когда набитый, предполагаешь, что может быть аномалия, швыряем туда болт и смотрим, что происходит. Если там есть аномалия, то она сработает, среагирует на болт. Как бы, ну, мы так не везде ходим. Более-менее опытные люди чаще глазом все равно видят, куда можно идти, куда не нужно идти. Что у нас тут произошло? После большого выброса карта зоны поменялась, поменялись аномальные поля, открылись новые территории. И вот здесь, в районе лесопилки, со спутников засекли какую-то сверханомалию огромную. Ученые отправили сюда пару вертушек, они все упали. Через какое-то время сюда подтянулись одиночки, потом бандиты. Ученые спаслись, военные все погибли. Ученые там заняли один бункер подземный, там сидели. А военные сюда отправили отряд, чтобы выяснить причины падения вертушек. Позже сюда подтянулся уже монолит. Они пытались поставить какой-то ретранслятор выжигателя мозгов, чтобы излучение до сюда дотягивалось. В одиночке с бандитами что-то старались между собой, но по итогу они объединились, чтобы выбить монолит. И в принципе у них получилось. Потом потянулся долг, новые отряды монолита. Как выяснилось, военные искали какое-то энергетическое оружие, какая-то мощная пушка, сделанная на основе энергии артефакт, и пытались у монолита ее выбить. Но у них, не знаю, не сильно получилось. Отряд долго погиб. Тут какой-то мутант ходил древоподобный, который чем-то на контролера похож, когда с расстояния убивал, какой-то ментальная атака. Творилась вакханалия вообще. Тут и наемники были, и эти бойцы в синих куртках, как их чистое небо, тоже приперлись сюда. Военные шарились, монолит шарился. Ну и одиночки везде под раздачу попадали. Как бы выбраться стал единственной, как бы, так опорой. Потом появился здесь уже отряд каких-то фанатиков в черных плащах. Они себя называли Грех. Они вообще, они еще более отбитые, чем монолит. С какими-то, они пытались какие-то сатанинские обряды делать. Ловили сталкеров, приносили в жертву, резали людей. Они, собственно, закусились с монолитами. По итогу монолит погиб тем своим отрядом. Грех занял их лагерь, где они смогли себе раздобыть дофига боеприпасов и прочих ресурсов. Что потом случилось? Большая часть сталкеров ушла в поход с охотой на это древоподобного гуманоида, мы его лешим называли. Реально дерево просто, какое-то высокое существо, у которого вместо кожи кора, из него ветки растут, медленно передвигается, воет. Когда бывает замрет, даже непонятно, что это существо, а не просто реально растение. Бар остался почти без охраны. Тогда как раз француз провернул сделку, купил пулемет большой под 54-й патрон. Поставили его на входе, и стало побезопаснее. Смогли нормально отбивать и от мутантов, и вот от всех, кто посягал на бар. Как-то так получилось, что часть сталкеров ушла, и вот эти вот фанатики подгадали момент, когда на пулемете осталось мало патронов, а ребята, которые сидели на входе, затупили и не дозарядили его. Атаковали этих грешников бар. Всех, кто здесь был, почти взяли в плен, и вот прямо перед входом бар всех замочили. Умри! Загни! Кого-то расстреляли, кого-то зарезали. После этого самая дикая вещь, они все самоубились. Командир встал, поставил их на колени и убил всех выстрелом в затылок. После этого их трупы пропали. Они исчезли просто, и пулемет, который стоял на входе, тоже исчез. Но они точно били себя. Это есть свидетели, которые это видели. Но просто трупы исчезли. Никто не понимал, как и куда они девали. Тогда как все остальные тела продолжали валяться, рядом закопали. Ученых убили обоих, которые здесь были. Шила и второго забыл, как звали. Сталки, что ли, его называли как-то так. Что произошло дальше? Цыган, ты что ли? Привет. Здорово, братан. Ты как? Да, Пропал что-то. Ты прям вовремя свалил, блин. Да мы так решили. Когда, блин, в обед там накатили фанатики, начали кошмарить народ. Мы так и подумали, что пора передвигаться. Да. Приходи еще и друзьям рассказывать. Вот. Проходи. Да вот в гости решил забежать по-быстрому. Открылись. Заходи, смотри. Вот! Я старого друга привел. О. Здорово. Старого для этой зоны. Здравствуй, старый друг. Хочешь воспользоваться услугами? Сыграть? Да, пока не знаю. Да в карты я не очень играю. Для старых друзей есть другие услуги. А может быть, ты ко мне? Да нет, мне нельзя. Аномалии добили. Да нет, блин. Ребят, я б честно прям с удовольствием. У меня просто это, как бы... Химера? Дама своя в баре работает. Никто не узнает. Мы не расскажем. Да не, Бордель для этого и создал, чтобы никто не узнавал. не, нельзя. А ползоны это не что. Нормально обустроили здесь. Как у вас после переезда-то?
То смотрю, как только это, власть поменялась, быстро свалили. Да что-то начали они напрягать. Да ясен пень с вас сейчас-то. И как бы к вам еще, знаешь, не заявились они с просьбами бабло-то им отваливать. Хотят, да, поговорить так-то. Я говорю, Приходили уже? нет, мы ходили, разговаривали. Я говорю, начальник-то съехал, говорю. Взятки гладкие. Он говорит, а ты кто такой? Я говорю, раньше был, говорю, в охране. Сейчас как бы мое предприятие. Домой съездил. Привез брата, вместе воевали. Вот, так что-то он это не отзывается. Надо информацию найти о нем. Да я помню, ты же говорил, что ходили вместе, буквально разминулись там, встретиться должны были. Да, договаривались. Че, как, узнавал там, ничего, информации никакой нету, никто там... Вообще нету, я не знаю. Как-то, может, ПДА можно отследить, но кто у нас таким владеет технологиями? Слушай, по идее, он сейчас у бармена у нас новый, который парень-то пришел, ирландец. Ага. У него там аппаратура стоит серьезная. И у француза можно спросить, у него тоже есть. Может, попробуй запеленговать. У тебя это есть цифры-то, скидаю его. Координаты-то есть. Ну Координаты есть. давай потом подойду тогда. Напишешь. Хорошо. Французу передам. Я думаю, я, в принципе, ладно, расплачусь сам уже. С ним договорюсь. Если ты мне так поможешь, я тебе буду прям обязан. Ты можешь к нам заходить спокойненько. Слушай, у тебя фотка же осталась еще, брат-то? О, ну я поищу. Как найду этот. Когда пойду к нему, я тебе передам ее. Понял, отлично. Ладно, побегу пока. Дел тоже еще много. Еще огонь! Отходим! Огонь ему мало! Сука, ёбаная! Уходим! Это кто такой? Тебя забыл спросить, ты куда шел вообще, а? Ты чё, деда, я сейчас машину спущу. Ах ты сволочь! Ну, моя граната, блядь. Ты чё вообще? Моя граната. Че, друган, сотка фото стоит. Вот дед не шутит, он серьезно, он сейчас завалит и не спросит. Я лучше свалю тогда по-быстрому. Сотку плати, быстрее ходи. Ой, сорян. Как я рад тебе видеть, старый. Но ты ни капельки не изменился. Я уверен, ты цены поднял процентов на 40, как минимум. На ноги болят. Ноги болят сильно. Ну, как колено также все, да. Стопа. Да. Ну ничего, мы заживем. Все будет хорошо. Хочешь кофе или чего вкусненького? Хочешь? Вкусненького. Надо, что тебя? Еще чашку сока хватит. И подкаты средневековые. Через трубочку. Как бы понимаешь, надо, чтобы колечко появилось. Ну или хотя бы, я не знаю, щупальц кровососика какого-нибудь. А я там огненный шар нашел недавно. Как тебе такое? Ну, я его не видела, поэтому я тебе не верю. Хочешь посмотреть на мои огненные шары? Ну, я подумаю. Надеюсь, ты мне заплатишь за то, что я на них посмотрю. Естественно. Так, ну-ка, что там по сроку годности-то? Так, оно все нормально. Он реально, он какой-то зашуганный. Слава сидит себе. Заебал. Все вылетаем, а он сидит. Че, читаем? Читаем, интересно, кстати, описано. Заметил, фоточка получилась с предыдущей. За фото. Че, как бармен готовит, нормально? Очень вкусно. Четко? Тушенки-то есть там? Кладут или жмотят? Вообще не жмотят, шикарно. Пиздит он, нет? Кстати, не знаю, где не жмотят. Пол рожка в грудину. Почем продают, кстати, еду-то горячую? 200, получается. Неплохо. Я ебал. Опять обосрал. Кто там базарит, а? Сейчас, подождите. Так, подохни. Их, ёб твою маковку!
Рядышком сижу, мне страшно. Ну, кстати, он сейчас не на предохранителе, я вот так вот сделал. А то у тебя будет жопа зажарена. А как тебя пустили с оружием? А, блин, да я же проводник, я тут как бы это... С бандитами на нормальных. Ты вот на это посмотри, пожалуйста. Вот на это вот посмотри. Вот это вот, что за человек на первой странице? Редактор этого выпуска был. Не оплатить пока что ваши услуги? Нет, извиняюсь, не признал. Потом еще вопросы, почему я со столом в бар могу зайти. Вон, А как звать, кстати, меня? Сейчас брата. демон звать. Я вот тебе знаю. Нет, да я недавно вот в Соню, я только пришел. Вон, Демон, вижу. вон Серега Шмель, который вот редактор журнала, начал выпускать. Вот попросил меня, говорит, ты же, говорит, возле лесопилки трешься. Помоги, говорит, типа, ну там, у вас, говорит, событий столько интересных там было, вся зона трещит. Помоги, говорит, написать там несколько статеек. Тут с нами сидит целый... Был, не знал, был неправ, исправлюсь. Нет, да ничего, нормально. Но вижу, ребята тут недавно как бы пришли. Супер. Слушай, ну, много, наверное, где бываешь. Ну, блин, ну я говорю, по проводникам как бы подрабатываю, да так. Раньше вот бывало, что... Раньше по артефакты ходил больше. Ты вон вот это вот возьми, почитай. Вон, ребята, здесь было, при мне все это происходило. Буквально вот 1,5 недели назад, как... пришли с севера как раз из зажигателя отряд Монолита. Пытались установить тут, короче, типа, я так понял, ретранслятор антенны. Какую-то, короче, пытались поставить антенну, которая, типа, вот это вот излучение выжигателя, чтобы вот захватило эту территорию. И тут, как бы, часть людей все-таки попала под вот это излучение, померли. И тут аж бандиты вместе с одиночками вместе уже чуть ли не в обнимку оборонялись. А, вот, сейчас, ребят, пойду. Ну, конечно. Нифига себе, тут творятся вещи. Вон статья про парня. Пацифик. Его монолитовцы взяли в плен. А он парень безобидный вообще, он никого не убивал. Вообще никого не убивал. Потому и звали Пацифик. Взяли его монолитовцы в плен. И пытались скормить мутанту. Он взорвал себя гранатой. Несколько монолитов зацепило, он остался живой каким-то чудом. У него просто кишки вывалились. Он руками держал кишки, весь в осколках. Каким-то чудом дошел до бара. Причем он еще по дороге облучился где-то очень сильно. И от него дико фанило. В бар его доктор уже не пустил, говорит, а смысл ему не помочь. Ебать! Монолит мне хотели скормить, что случилось? подобрался. Чтобы он с третьей достаться, очнулся. Когда случилось? Ночью. Как бы, ладно, кишки выпущены, но он весь просто осколками был прошитый. Чудо вообще, как он дошел просто до бара. И вот он прям на крыльце просто лежал, умирал, потом вообще сказали, уберите его отсюда, от него фонит по-дикому. Ну и так, там он где-то закопали его за баром. Сервятник это Пацифик. Блять, он не жилец. Не, он это, короче, от него радиация фонит, пиздец, он уже не жилец. Что ты хочешь с ним сделать? Надо его здесь оставлять все. Мы ему ничего не окажем помощь, он пиздец. Давай. Чё ж не помочь-то? Ну, ты сам представь, человек гранатой взорвал себя. Еще и облучился по дороге. Ты вообще не его день был. А ты вот говоришь, мутантов не видно. Да, наверное. А вообще сам давно в зоне? Вообще 3 года. Это были, походу, тяжелые 3 года. Говорю, вот там раньше артефактами промышлял, хорошо получалось. Накопил вот там на комбез крутой. Нормальный такой был. Детекторы у меня тоже такие прям козырные были. И под артефакты детекторы, и под аномалии детекторы были у меня. И под радиацию даже этот накопил тогда продвинутая штука, дорогущая. Как сам до зимы. По-моему, я брал за... Сколько же я брал тогда? По-моему, 1004 баксов. Спектрометр. Это ходить, короче, ну там... Правда, везде не залезешь, потому что в гамму-то все равно лезть не нужно. Ну, конечно. Там как бы что, свинцом обвешаться, что ли? Это да. Как бы так, допустим, находишь, да, вот где бета-поля, короче. И спектрометром можно, он улавливает изотоп и дает им информацию о том, какой изотоп ответственен за повышение фона.
Вот, и потом составляешь, это, короче, нужно обойти какую-то территорию, составляешь карту, где какие изотопы, и потом ученые прямо за нормальное бабло это все покупают. Это, правда, ну, и систему нужно замкнутого дыхания обязательно, и комбез нормальный, чтобы в такие зоны лазить, и препараты, и все остальное. Не-не-не. Такой прибор, и нет смысла в нем. Ну, естественно, тебе даже как бы респиратор ешь, и что толку? Как бы, ладно, у нас глаза у всех защищены. Как бы глаз наиболее уязвим, там слизистая сразу моментально просто радиоактивную пыль ловит. Это да. Чего уж говорить о дыхательных путях, так вообще. Вдохнуть надо, у нас нос хоть что-то фильтрует. Там, не знаю, особенно насморк. А глаз-то это все, это слизистая сразу моментально. Точно, это мало того, то, что любая пыль. От гамма-то не защитишься, вот. А от бета-радиации очки вполне как бы от пыли радиоактивной нормально работают. Правильно. Мне уже тут что, как дела? Потихонечку, помаленечку, бизнес идет. Привет. Попозже подойду. Вопрос какой-то? Да. Ты тут пока? Да, пока здесь. Ну, я тоже пока здесь. Время, знаешь? Один момент. 11 часов 18 минут. 23:18, да? Ну, нормально. Лесник! Брата нашел. Изменился, жуть просто. Какой брат? Младший. Год назад молодой бегал. Ну, на коляске. Да этот дурак, который на коляске ездит. Ну, что случилось, непонятно. Кстати, вот смотрите как раз. Ага. Вот он, РКС Припять. В полночь случается новый большой выброс, который по мощности оказался еще сильнее, чем тот, который был 2 недели назад. Наша локация снова захлопнула. Ребята искали выходы, не могли найти. Все было закрыто аномальным кольцом. Радиация увеличилась. И тут у нас в баре долбило постоянно. Блин, очки, кстати, забыл где-то. Меня послушайте. Да-да. Собирайтесь сюда. Призрак Пацифика человека здесь убил. Надо, я думаю, сходить на могилку, помянуть его, чтобы успокоился он уже наконец. Сами видели, что произошло. Чё это? Вон... Где бармен? Я здесь иду. Выли хоть на могилу-то его выпить. Ну чё? Эх. Такой человек был, никого, блин, не убил. Как собака помер на крыльце с кишками наружу. Сейчас на могилку начнем. Это Пацифика могила? Да. Пацифика, да. Давай еще. Не могу пить. Пацифика знал очень давно. Блять, добрее человека вообще тоже не встречал. Самый мирный, он поэтому и пацифик. Никогда не стрелял, не убивал никого, ни животину дикую, ни сталкера, никого. Но, блядь, не смог спасти я его, к сожалению. К сожалению, он ушел. Лучший мир, наверное. Предлагаю всем сейчас добрым словом его там внутри себя вспомнить, помянуть, пусть душа его упокоится. Не чокаясь, давайте, Пацифик, земля тебе пухом. Такой сейчас мир. Ёб твою мать, сука! Чё за говно? Такое бывает? Блин, в зоне все бывает. Не стреляй, не стреляй в него! Я, походу, обделался. Ой, блядь. Чёртова срань, а! Бармен, можно самого жесткого пойла, которое есть? Шучу, сок на самом деле. Подожди. Самого жесткого. Ты видал вот это вообще? Я вообще, ты видел, как я бежал? Ведь он прям под ногами у тебя почти. Черт побери. Цыган, ты видал, что случилось сейчас? Вообще? Нет, что сейчас случилось, не видал. Мы... Пацифика, помнишь? Да. Удалось раздобыть компас, артефакт. Я им умею пользоваться, у меня есть опыт. С его помощью я пошел искать проход. Часа, наверное, в 4 ночи ушел. И компас вывел меня в одно место. Там, получается, вдоль бетонного забора была очень-очень узенькая тропка. Настолько узенькая, что если просто смотреть вниз с забора, кажется, что нету тропы никакой, там прям аномалии вплотную к забору. И вот эти вот искажения, листья парящие, которые там, это гравитационная аномалия, там трамплины стояли.
Трамплин — обратная гравитация, то есть он все выталкивает из себя, и поэтому вокруг него обычно вот какая-то листва, еще что-то, оно поднимается вверх. Если просто смотреть, то ты видишь, что нету прохода, аномалия вплотную стоит. Но компас руками сжимаешь, он какую-то связь с человеком начинает создавать, что ты прям чувствуешь, где можно пройти, а где нельзя пройти. Я прям чувствовал, что вот внизу есть тропа. Я прыгаю вниз, и я вот прижимаюсь прям к забору бетонному, вот у меня прям перед лицом была уже аномалия, буквально мне чуть-чуть пошевелиться, и я бы уже был трупом. Мне удалось пройти. Почему мне удалось свалить с локации? И почему-то, когда я ушел, у меня камера вырубилась. Я предполагаю, почему это. Я там вляпался в кое-какую аномалию. Не хочу об этом сейчас упоминать. И заработала камера только когда я вот уже стал сюда возвращаться. Дима вызывает бар. Я не могу пробиться через аномальное поле. Все выходы закрыты. Я придумаю, как вернуться. Я попробую найти способ вернуться. Француз, где демона? Француз, ответь демону. Меня встретить надо. Черт, связи нет. Мне удалось через ученых связаться с одной вертушкой, они меня подобрали, взяли огромную цену, мне пришлось компас им отдать. Потому что обратно прохода здесь уже не было. Я не смог вернуться по тому маршруту, по которому я отсюда вышел. Фух, сел. Я живой. Фу. Господи. Вертолет буквально тут же попал в аномалию и упал. Ну, мне пришлось ему отдать все оружие, там всю снарягу, счет оплаты за билет. Вот, и тут же вертушка Куда падает. его теперь девать-то? Я без оружия! Вот такой. Сталкер-одиночка! Что не шевелись? Что сделаешь? Я проводник, я ночью с локации ушел. Локация ночью закрылась, я пошел узнавать новости какие. Информацию привез из-за границы. Какую? Как можно выйти отсюда? Это уже интересно. Мне помощь нужна, и у меня ничего нету, оружия нет, мне надо до торговца дойти, до бара. Ты кто? Ну-ка, руки подними, дай смотрю. Ничего вообще нету с собой, все пришлось продать.
чтобы меня взяли на вертушку, скинули. Так, что ты сейчас хочешь? Мне до торговца дойти, информацию донести до него, чтобы мы с учеными связаться. Срочно. Хорошо, давай так. Я тебя провожу, но ты берешь меня с собой. Да я вот для того и вернулся, я же мог не возвращаться. Вернулся, чтобы людей спасти. Ой. До бара проведешь? Конечно. Заплатим тебе еще. Да бросай, ты его, не нужен тебе уже. Эх, наверное, да. Там с ребятами сходили до того места, там поле было радиоактивное, сильное. Ну, там часть вертолета обгорела. Ящик, в который мы снарягу все сложили, он остался целый, поэтому смог обратно все себе вернуть. Мой счастливый автомат, который со мной всегда уже остается. Вот были случаи уже, что я его терял, так получалось, что он все равно возвращался ко мне. Пахарь, давай быстрее сюда беги! Прикрывай! Что ты? Стой, сейчас! Пустой! Черт! Вижу. Ага. Сейчас, подожди, найду. Где ранение? Блин, где? О, во, нашел. Можешь, подожди, ногу чуть-чуть вот сюда попробуй, повернем. Ага. Вот сможешь так держать? Да. Ой. Ну, сильно кровь льется, конечно. Сейчас, подожди. Сильно больно? Подожди, промедола бахну. Сейчас. Ты поставил? Стой, чуть-чуть приподними, мне забинтовать надо. Черт, много крови. Сильно бежит, блин, точно вена пробита. Кровь темная, не алая. Значит, артерия целая и не пульсирует, но бежит сильно. Правильно, что ниже перевязал. Сейчас лоробит надо будет достать. Все, у меня бинта еще одного нету. Вертушки почти 2 группы. Мне было интересно только забрать свою снарягу, но я все равно взял с собой напарника. Правда, на обратной дороге мы встряли в небольшую перестрелку. Ну, с парнем все нормально. Удалось затащить его до бара, достать из него пулю.
Дальше тут вообще тоже дичь полная творилась. Фанатики эти оказались живыми. Не знаю, как они выжили. Их стало еще больше. Ловили людей, обращали в суеверие. Документы, которые я притащил, и до янтаря мне удалось добраться. Я там сахаром потрещал. И за кое-какую услугу он со мной поделился информацией. Наша ученая девочка Шила, она проводила эксперименты по созданию препарата, который мог бы помочь выжить в выбросе. У нее не получилось, она создала сыворотку, испытала на нескольких людях, несколько человек погибли. Один человек обрел какую-то ужасную мутацию, он превращался в дикое существо. Не сильно успешными были эксперименты, но тоже они какую-то пользу принесли. Вот, я сахаром потрещал на эти темы, и он смог поделиться кое-какими разработками. Он смог дать мне препарат, триодоксин, который порошок зомби. Вот его я и привез вместе с кое-какими документами. Там, саму Шило убили, ее задушили вот эти фанатики. И что интересно, ее уже закопали, а потом, после уже выброса, ребята выкопали и поставили ей тот самый препарат, который она разрабатывала, вот этот неудачный анабиотик, из-за которого там появился мутант непонятный. Что интересно, она ожила, ее вернули к жизни. Ну, у нее, получается, повреждений физических не было на теле, ее просто задушили. Она сначала ничего не понимала, и чуть позже уже к ней частично вернулась память. Я поделился тем, что привез, там документы, плюс препарат. И она, добавив это к своим разработкам, смогла закончить создание анабиотика. И с его помощью был план, как уйти с локации. Как бы это мне тоже Сахаров рассказал, что перед самым началом выброса аномальные поля, нестабильные, они начинают слабеть. То есть аномалия либо настолько слабая, что не может убить, либо она исчезает, либо перемещается. Но это происходит прямо перед самым-самым выбросом. В этот момент можно попробовать пройти сквозь аномальное поле. Только проблема в том, что тут же прям пойдет следующая волна выброса, которая уже всех убьет. И поэтому появился такой план, что можно попробовать разработать анабиотик, который сможет защитить от выброса, поможет выжить. Перед самым началом выброса, когда аномальное поле ослабнет, пробовать через него пройти, тут же применить анабиотик и уже долбанет выброс в полную силу, и, возможно, кто-то сможет выжить. Это очень рискованный план, но иначе просто все здесь умрут. Я мог не возвращаться, раз я его смог свалить, и было ради кого вернуться. Ну и сейчас вот как бы ученые работают над этим активно, пытаются создать препарат, чтобы как-то спастись. Ресурсов не так много, патронов тоже немного. Скоро люди начнут грызться за еду, и не знаю, мы здесь не выживем долго. Мутантов здесь осталось немало, а обороняться толком нечем. Либо отворачиваемся, либо 2 сотенки. Каре там этого просыпается. Давай. Глазки закрываем, давайте, скидывайте. Что там по брату, так и не узнал ничего? Ничего не знаю. У меня есть координаты. Есть фотография. Давай еще раз посмотрю, слушай. Давай. Или отворачивайся, или плати. Ну это месяца 2 назад мы с ним ездили с операцией. Но вот месяц назад я его здесь, мы разминулись. Давай ПДАшку, я тебе забью номера. Ну давай, я к французу зайду. Я думаю, он не откажет, в принципе. Держи. Да, у вас веселуха, то есть вообще. Все? Я зачекинил. Я к французу подойду, если будет информация, я к тебе сразу. Как что узнаешь, сразу, пожалуйста. Да без проблем. Француз, слушай, у тебя же... Ты запеленговать можешь ПДА сталкера? Я тебе что, блядь, мобильная вышка? У тебя же аппаратура есть. Что начинаешь? Да. Сейчас, секунду. Я его, короче, к себе переписал. Есть записать куда? Да, диктуй. 860 94 85. Ну, я Ну, тебе сразу не скажу. Нет, да я понимаю. Короче, брата человек ищет. Цыгана, помнишь же, у нас работал недавно. Ты ищешь. Денег занесешь? Да без проблем, конечно. Все, пока. Давай. Ой, что-то тишина такая в баре, разбежались все. Стрельба какая-то у лесника. Шухер наводит. Да тут что-то постоянно, что там жестко что-то стреляются. Ну, прессуют друг друга, что-то бандосы, может, я не знаю, кто там. Я решил не идти. Слушай, ты Мил не видел? Так она к леснику пошла. Стрелял, говоришь? Ну, у лесника, ну.
Демон, братан! Я тебе всю дорогу тащу, ты... Чё? Что с ней? Она мертва. Я вижу. Кто сделал это? Тут, не знаю, тут просто бой был, а к костяку пошла. Я не знаю, кто я. Надо со всеми почестями. Утро Ахватов. Утро. Свободен? Нам пообщаться. Пока да. И общаться немножко. Давай. Зона-то меняется. Очень серьезно. Я чувствую, что скоро произойдет какой-то глобальный катаклизм. Что ты видел? Что ты думаешь по этому вопросу? Мы с братвой уже все на кипише. В любой момент. Да как бы ученые ожидали прогноз, что и так сутки назад у нас локация захлопнулась же, мы окружены аномалиями. Ну, мы чувствовали, И с каждым выбросом-то аномалий все больше и больше у нас. Да, конечно, внутри больше и больше аномалий, кольцо смыкается. Вот, да и как бы не выйти это правильно, у нас тут ни еды не привезти, ничего. Ощущается. Ну, вы с учеными-то сотрудничали? Очень плотно. И как есть какие-то у них? Ну, на сегодняшний момент они строят чудо-дверку свою, чудо-калиточку, через которую те, кто смогут пройти, должны будут пройти. Но эта информация не для всех, не для вот этих вот малохольников. Ну да, интересно узнать, что они там наизобретали. Там либо какой-то прибор, либо какой-то этот... Ну, скажем так, мы донесли им все, что им было нужно, то есть для этих яйцеголовых. Так получилось, что все у нас пришло к нам. Ну, надо думать, что с учеными, как бы, что они кому-то смогут помочь, не помочь. Вот как бы. Короче, француз нашел. Есть координаты, он сказал, зависла ПДАха, типа, есть коннект, уже минут 30, наверное, висит на одном месте и не двигается. В принципе, можно проверить. Давай пойдем и проверим. Ну, тогда давай собирайся быстро. Ну, я переоделась, что в последнее время я заметил, что у меня хвост часто висит. Выслеживает меня. По последним координатам он должен быть здесь. Стоять! Руки! Оружие на землю! Отойдите на 2 шага. Назад. Лицом ко мне оба. Кто такие? Откуда? Мужики, мы просто мимо проходили. Это... На колени. На колени, быстро. На колени! С этого китель сними, пригодится потом. Мужики, вы чё? Это хорош. Ты чё делаешь, сука, стой! Нет! Бери руку, блин! Мужики, да вы чё? Нет, нет! Остановись! Нет! Блин! Умри в огне. Умри в огне. Андрей, брат, я сюда за тобой пришел! Брат! Андрей! Вспомни меня! Вспомни меня, Андрей! Умри в огне. Умри
Кто назвал тебя братом? Что, мужики? Да, стой! Блядь, нет, убери! Андрей, вспомни меня! Андрей! Нет, нет! Андрей, вспомни Забери у этого прыгучего. Нет! Ствол забирай. Убери нож! Свяжите его чем-нибудь. Спасибо. Самого успокой. Умри за грех, 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 умри за грех. Подожди, не трогай его, пускай истекает кровью. Умри за грех, 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 умри за грех. Давайте этого теперь. Притащите. Во, все, хорошо. Все. Такая зона и есть. Грязь. Холод, боль. Люди умирают не так, как в кино, когда человек героически погиб и совершил подвиг, всех спас, а потом лежит такой раненый, кровью истекает к нему, подходит напарник, и они там последнее слово, он там перед смертью речь толкает. У нас здесь все не так. Смерть, она не бывает героической. Она всегда глупая, всегда бессмысленная. Не бывает прощальных речей. Просто человек умирает, и все. Я не знаю. Смерть всегда глупая, всегда жестокая. Я не знаю, шальная пуля, осколок, граната, мутанты, либо там, я не знаю. Так вот всегда происходит, что просто теряешь людей. И в этом нету никакого ни смысла, ни героизма. Просто люди умирают. Это происходит постоянно. Поэтому, я не знаю, нельзя в зоне иметь друзей. Все умрут.
Все рано и поздно умирают. Я не смог их спасти. Куда и куда вообще? Они ждали кого-то в засаде, но дождались нас. Они просчитались со временем, и поэтому их застали врасплох. Прощай, брат. Чуть позже сталкеры принесли из рейда мое снаряжение, поднятое с кучи трупов фанатиков. Пар полностью опустел, все ушли. Ученым удалось закончить разработку антибиотика, и в это самое время шел жаркий бой за возможность уйти с локации, в котором в том числе приняли участие непонятно откуда взявшиеся адепты Монолита.
пустоту. Оставляем за собой право сохранить мечту. И уйдет последний бой. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Шила, прием. Шила на связи, прием. Со времени нового большого выброса поля аномальные меняли места? Выбросы были небольшие, поэтому зона воздействия не изменилась. Ты остаешься в зоне? У меня остались запасы на сегодня. Пожалуйста, давай вместе выйдем. Уходите без меня, я остаюсь здесь и не пойду. Ты думаешь, что на свой шанс тебя зона поглотит? Выходи ко мне на связь. Кто-то долго будет ждать. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех, даром и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех. Есть кто-нибудь? Даром и пусть, Ау. и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори со мной в тишине о чем-то светлом, о чем-то возвышенном. Счастье для всех. Даром и пусть никто не уйдет обиженным. Поговори. Сейчас. Поговори. Поговори. Цыган. Демон, ответим. Цыган. Демон, ответь. Какой сегодня день?